Мистические школы, часто скрытые или доступные лишь избранным, существовали в разных культурах. Их цель — не получение обычных знаний, а трансформация сознания, познание скрытых законов мироздания и достижение духовного просветления. Методы духовного обучения, о названии и сущности которых может составить себе ясное представление каждый, кто его правильно применит, они относятся к 3 ступеням, через которые школа духовной жизни приводит к известной степени посвящения. Однако читатель встретит в этих разъяснениях лишь то, что может быть сказано открыто. Это будут указания, вынесенные из еще более глубокого, интимного учения. В самих школах тайноведения соблюдается совершенно определенный порядок обучения. Существуют известные методы, служащие тому, чтобы привести душу человека к сознательному общению с духовным миром. Эти методы относятся к излагаемому ниже приблизительно так же, как преподавание в высшей, строго поставленной школе относится к наставлениям, сообщаемым в подготовительной школе. Однако серьезное, настойчивое выполнение предлагаемых здесь указаний может привести к действительному духовному ученичеству. И напротив, нетерпеливые попытки, не основанные на серьезном отношении и настойчивости, ни к чему не приведут. Духовное обучение может быть успешным только в том случае, если прежде всего соблюдается сказанное ранее и уже на этой основе строится дальнейшее. Упомянутой традиции указывается на 3 следующие ступени – подготовление, просветление, посвящение. Нет никакой необходимости в том, чтобы эти 3 ступени следовали именно в таком порядке, и чтобы первая была пройдена до конца, прежде чем наступит очередь второй, а вторая – прежде наступления третьей. В некоторых вещах можно уже достичь просветления и даже посвящения, находясь относительно других только на ступени подготовления. Но все же некоторое время должно быть отдано подготовлению, прежде чем вообще может начаться просветление. И нужно быть хоть несколько причастным просветлению, прежде чем может быть положено начало посвящению. В описании же эти 3 ступени для простоты должны следовать одна за другой. Подготовление. Подготовление состоит в совершенно определенном воспитании жизни чувств и мыслей. Благодаря этому воспитанию душевное и духовное тело одаряются орудиями высших чувств и органами деятельности, подобно тому, как силы природы снабдили физическое тело орудиями, создав их из неоформленной живой материи. Начинать надо с того, чтобы направить внимание души на некоторые процессы в окружающем нас мире. Эти процессы — суть, с одной стороны, зарождающаяся, растущая и созревающая жизнь, и, с другой стороны, все явления, связанные с отцветанием, увяданием, умиранием. Повсюду, куда человек не направит взор, одновременно совершаются такие процессы, и везде они, естественно, вызывают в человеке чувства и мысли. Но при обыкновенных условиях человек недостаточно отдается этим чувствам и мыслям. Для этого он слишком поспешно перебегает от одного представления к другому. Необходимо, чтобы он вполне сознательно и интенсивно направил свое внимание на эти факты. Воспринимая какой-либо совершенно определенный случай цветения и роста, он должен изгнать из своей души все остальное и на короткое время отдаться целиком только этому одному представлению. Вскоре он убедится в том, что чувство, которое прежде в подобном случае только бегло проскальзывало в его душе, начинает расти, принимает сильную энергичную форму. Он должен тогда дать спокойно прозвучать в себе этого рода чувства. При этом ему необходимо прийти к полной внутренней тишине. Он должен закрыть себя от всего остального внешнего мира и следить только за тем, что говорит его душа о факте цветения и роста. Но при этом вовсе не следует думать, что можно продвинуться, притупляя свои чувства по отношению к миру. Сначала надо смотреть на вещи как можно живее и точнее, и только потом уже отдаваться оживающему в душе чувству, нарождающейся мысли. Здесь важно направить внимание одинаково и на то, и на другое, сохраняя при этом полное внутреннее равновесие.
Если человек сумеет войти в необходимое состояние покоя и довериться тому, что оживает в душе, тогда через соответствующее время он сумеет пережить следующее. Он увидит, как в нем зарождается новый род чувств и мыслей, который прежде он не знал. Чем чаще направлять таким образом внимание попеременно то на что-нибудь растущее, расцветающее и созревающее, то на увядающее и отмирающее, тем живее делаются эти чувства. И из возникающих таким образом чувств и мыслей строятся органы ясновидения, подобно тому, как с помощью сил природы из живой материи строятся глаза и уши физического тела. Вполне определенная форма чувства связывается с ростом и становлением, и совершенно другая, столь же определенная, с увяданием и отмиранием. Но это происходит только тогда, когда человек описанным образом заботится о воспитании этих чувств. Можно с известной точностью описать, каковы они. Полное представление о них может составить себе каждый, кто сам проходит через эти внутренние переживания. Кто часто направлял внимание на процесс становления, роста, цветения, тот начнет ощущать нечто, имеющее отдаленное сходство с ощущением, возникающим при восходе солнца. Процесс же увядания, отмирания вызовет у него переживание, которое можно таким же образом сравнить с медленным восхождением Луны на небосклоне. Оба эти чувства — суть две силы, которые при надлежащем уходе, при все более живом развитии приводят к самым значительным духовным результатам. Кто все снова и снова планомерно и преднамеренно отдается этим чувствам, для него открывается новый мир. Мир души, так называемый астральный мир, начинает брезжить перед ним. Рост и умирание перестают быть фактами, производящими на него только смутные впечатления, как это было раньше. Они слагаются, напротив, в духовные линии и фигуры, о которых он прежде не подозревал. И эти линии и фигуры для разных явлений имеют и разную форму. Распустившийся цветок волшебным образом рисует перед душой совершенно определенную линию, точно так же и находящееся в процессе роста животное и отмирающее дерево. Мир души, астральный мир, медленно разворачивается перед ним. В этих линиях и фигурах нет ничего арбитрарного. Два духовных ученика, находящихся на соответствующей ступени развития, наблюдая за одним и тем же процессом, увидят всегда одни и те же духовные линии и фигуры. Как два человека с правильным зрением, несомненно, увидят круглый стол круглым, а не увидят его один круглым, а другой четырехугольным, так и перед двумя душами при взгляде на распустившийся цветок неизбежно возникает один и тот же духовный образ. И как в естествознании описываются виды растений и животных, так и учитель тайноведения описывает или изображает духовные образы процессов роста и отмирания по родам и видам. Когда духовный ученик достиг того, что может видеть духовные образы явлений, предстоящих физически его внешнему глазу, тогда он недалек уже и от ступени, на которой можно видеть вещи, не имеющие никакого физического существования, и оставающиеся поэтому совершенно скрытыми, оккультными для того, кто не прошел духовного обучения. Следует подчеркнуть, что духовный исследователь не должен погружаться в размышления о значении той или иной вещи. В силу рассудительного характера подобной работы он лишь отвлек бы себя от верного пути. Он должен бодро, со здоровым чувством и острой наблюдательностью всматриваться в чувственный мир и лишь потом уже погружаться в мир собственных чувств. Нерассудительным умозрением он должен пытаться проникнуть в значение вещей, но предоставить самим вещам высказаться о себе. В дальнейшем важно то, что тайноведение называет ориентацией в высших мирах. Этого достигают, проникаясь всецело сознанием того, что чувства и мысли столь же действительны факты, как столы и стулья в физически-чувственном мире. В мире душевном и в мире мыслей чувства и мысли воздействуют друг на друга так же, как в физическом мире чувственные вещи. Пока человек не проникнется живо этим сознанием, он не поверит, что питаемая им ошибочная мысль может воздействовать на другие оживляющие мыслительное пространство мысли столь же разрушительно, как выпущенная наугад ружейная пуля на физические предметы, в которые она попадает. Такой человек, возможно, никогда не позволит себе совершить какого-либо физически видимого действия, которое считает бессмысленным.
но он не побоится носить в себе превратные мысли или чувства, ибо, по его мнению, они не представляют собой опасности для остального мира. Но в тайноведении можно продвинуться только в том случае, если относиться к своим мыслям и чувствам с таким же вниманием, с каким люди относятся к своим поступкам в физическом мире. Когда человек видит перед собой стену, он не пытается проскочить сквозь нее, он обходит ее. Он согласует свои действия с законами физического мира. Такие законы существуют и для мира мыслей и чувств, но только здесь они не могут действовать на человека принудительно, извне. Они должны проистекать из его собственной душевной жизни. Этого можно достичь, запрещая себе превратные мысли и чувства. Всякое произвольное блуждание мысли, всякую пустую игру фантазий, все случайные приливы и отливы чувств следует запретить себе. От этого человек не станет беднее чувством. Напротив, он скоро обнаружит, что только упорядочив таким образом свой внутренний мир, он приобретает настоящее богатство чувств и истинную творческую фантазию. Вместо мелочной чувствительности и праздной игры мыслей появляются значительные чувства и плодотворные мысли. И эти чувства и мысли приводят человека к способности ориентироваться в духовном мире. Он становится в правильное отношение к реальностям духовного мира. И это оказывает на него совершенно определенное воздействие. Подобно тому, как физический человек находит свой путь между физическими телами, так теперь его тропа пролегает между ростом и отмиранием, который он научился распознавать на описанном выше пути. Он следует тогда за всем растущим и развивающимся с одной, а за всем увядающим и отмирающим с другой стороны, как это требуется для собственного его развития и для развития мира. Дальнейшая забота духовного ученика должна быть посвящена миру звуков. Здесь надо различать между звуками, производимыми так называемыми безжизненными предметами, падением тела, колоколом или музыкальным инструментом, и теми, которые исходят из живых существ, животного или человека. Слыша удар колокола, человек воспринимает звук и связывает с ним приятное чувство, в то время как в крике животного он, кроме этого чувства, ощущает в звуке еще и откровение внутреннего переживания животного, его удовольствия или страдания. С этого рода звуков и должен начинать духовный ученик. Ему необходимо направить все свое внимание на то, что звук возвещает ему нечто, находящееся вне его собственной души. И он должен погрузиться в это. Он должен тесно связать свое чувство с этим страданием или удовольствием, возвещаемым ему через звук. Он должен отрешиться от того, чем является для него этот звук, приятен ли ему или неприятен, притягивает к себе или отталкивает от себя. Его душу должно наполнять только то, что происходит в самом существе, от которого исходит звук. Кто планомерно и вдумчиво будет проделывать эти упражнения, тот приобретет способность некоторым образом сливаться с существом, от которого исходит звук. Человеку, одаренному музыкальной чуткостью, такое воспитание своей душевной жизни будет даваться легче, чем немузыкальному. Но все же не следует думать, что музыкальные способности могут заменить подобное воспитание. Духовному ученику надо учиться подобным образом ощущать всю природу. Благодаря этому в мир чувства и мысли погружается зачаток новой способности. Вся природа звучанием своим начинает нашептывать человеку тайны. То, что раньше для его души было невразумительным шумом, становится благодаря этому исполненным смыслом языком природы. И если раньше в звучании так называемых безжизненных предметов он слышал только звук, теперь он в нем воспринимает новый язык души. Продвигаясь в воспитании своих чувств, он вскоре замечает, что может слышать то, о чем он раньше и не подозревал. Он начинает слышать душою. Чтобы ученик мог достичь той вершины, которая вообще достижима в этой области, к этому необходимо прибавить и нечто иное. Особенно важно для развития духовного ученика то, как он внимает разговору других людей. Он должен приучать себя делать это так, чтобы его собственный внутренний мир при этом совершенно безмолвствовал. Когда кто-либо выслушивает мнение, высказанное другим,
то в его душе обычно возникает согласие или возражение. Многие, конечно, тотчас ощутят побуждение проявить свое согласие или особенно свое несогласие. Но духовный ученик должен заставить умолкнуть любое согласие или возражение. Здесь дело вовсе не в том, чтобы он внезапно изменил свой образ жизни и беспрерывно домогался этого внутреннего глубокого бессмолвия. Он должен только положить начало этому, поступая так в отдельных случаях, которые он избирает по собственному усмотрению. Тогда очень медленно и не сразу, как бы сам по себе, этот новый род слушания прокрадется в его привычки. В духовном исследовании упражняются в этом планомерно и вдумчиво. Ученики чувствуют себя обязанными, упражняясь, выслушивать какое-то время самые противоречивые мысли и приводить при этом к полному безмолвию любое свое согласие и особенно отрицательное суждение. При этом важно, чтобы молчали не только все рассудочные суждения, но и также все чувства недовольства, отрицания или согласия. С особой тщательностью ученик должен постоянно наблюдать за собой, не присутствуют ли при нем, пусть и не на поверхности, но тогда в самой глубине его души эти чувства. Он должен, например, выслушивать мнения людей, стоящих в каком отношении значительно ниже его, и подавлять при этом всякое чувство своей большей осведомленности и превосходства. В этом смысле каждому будет полезно прислушиваться к детям. Самый мудрый может безмерно многому научиться у детей. Так человек достигает того, что на них способен, отрешившись от своей собственной личности, ее мнений и образа чувств, выслушивать других. Упражняясь таким образом в выслушивании без всякой критики даже самых превратных мнений, и когда ему подносятся самые превратные суждения, он помалу научается совершенно сливаться с существом другого человека, полностью растворяться в нем. Он вслушивается тогда сквозь слова в саму душу другого. Благодаря подобным другодличным упражнениям звук становится, наконец, верным средством для восприятия души и духа. Конечно, для этого необходимо строжайшее самовоспитание, но оно ведет к высокой цели. Если эти упражнения производить в сочетании с другими, указанными выше, и относящимися к звучанию в природе, то в душе человека вырастает новое чувство слуха. Она приобретает способность воспринимать вести из духовного мира, которые не выражаются во внешних звуках, воспринимаемых физическим слухом. Пробуждается восприятие внутреннего голоса. Духовный ученик постепенно открываются истины из мира духа. Он слышит обращенную к нему духовную речь. Все высшие истины постигаются благодаря этой обращенной к нам внутренней речи. И то, что можно услышать из уст истинного духовного исследователя, бывает получено им таким путем. Но это не значит, что занятия тайноведческими сочинениями не принесут пользы до тех пор, пока человек сам не сможет внимать таким образом внутреннему голосу. Напротив, чтение этих сочинений и слушание учений духовных исследователей сами по себе являются средством, позволяющим прийти к собственному познанию. Каждая мысль, высказанная в тайноведении, способна направить ум услышавшего ее туда, куда он должен прийти, если его душа поистине хочет сделать шаг вперед в своем развитии. Ко всему приведенному здесь следует прибавить усердное изучение того, что сообщают миру духовные исследователи. При любом духовном ученичестве подобное изучение входит в состав подготовительной ступени. И если кто-либо хотел бы применить все другие средства, не приняв сначала учений духовных исследователей, он не пришел бы к цели. Потому что эти учения почерпаны из живого внутреннего голоса, из живой внутренней речи. Поэтому сами они имеют духовную жизнь. Они не просто слова, они живые силы. И в то время как ты прислушиваешься к словам обладателя тайного, когда читаешь книгу, возникшую из действительного внутреннего опыта, в душе твоей действуют силы, делающие тебя ясновидным, подобно тому, как силы природы из живого вещества образовали твои глаза и уши.